Всем привет! Сегодня будет такой небольшой ролик по поводу проблемы с блоком питания ноутбука. Изначально заявленная проблема в том, что ноутбук разрядился и больше не включается. Далее было выяснено, что ноутбук не дает зарядку, и путем некоторых манипуляций было выяснено, что перебит провод. Ну а далее давайте попробуем его отремонтировать. Итак, раскрыл корпус. Как я это делал, показывать не буду, потому что это реально сложно. Он склеенный. Просто ножичком поковырял, потом раскрыл руками. Вот, значит, у нас появился доступ к блоку питания, точнее к его внутренностям. Давайте теперь будем использовать мультиметр и померяем, что у нас по напряжению, приходит ток или нет. Сначала логично будет снять на кончике, то есть вообще приходит ток или нет. Как видите, тока нет у нас. Кстати, что мы ставили на мультиметре? Постоянный ток 200 вольт, можно 20 поставить, но разницы не будет. Если сюда электричество не приходит, значит оно не приходит. Теперь давайте исключим проблему провода, потому что я думаю, что дело в нем. Так, находим, куда у нас приходят контакты. Черный это минус, белый это плюс. И меряем уже непосредственно на выходе из блока питания. Смотрим, 22,5 вольта. Все, напряжение есть. Ток протекает на выходе из блока питания. Значит, вывод простой. Где-то здесь на участке обрыв провода. Других инструментов у нас нет, поэтому вот так вот все приходится делать. Какой выход я вижу? Сейчас попробуйте его где-то обрезать, потому что я полагаю, что возможно здесь обрыв, потому что здесь такая маленькая шишечка. Так что, вероятно, обрыв здесь. Может, он и дальше. Ну, попробуем сейчас где-нибудь обрезать, прозвонить провода. Если обрыва нет, припаять их сюда. То есть вот такой выход, такой вот ремонт блока питания. Простейший для нубов. Давайте прозвоним провод отрезанный. Вот я уже зачистил контакты. Так, режим прозвонки включили. Так, плюсовой нормально. Минусовой нормально. У нас осталось от отпаянных элементов. Вот отпаяли. Здесь действительно был обрыв. Я сейчас, конечно, уже никак это не объясню. Но вот здесь можно заметить, что половину оторвано и белый был провод оторван. Итак, припаяли проводок на место. Вот так вот получилось. Может, конечно, не супер пайка, но, по крайней мере, все на месте. То есть одели вот эту штучку с прорезем, иначе провод не умещается. Здесь он был тоньше. Ну, потом можно изолентой замотать. В общем, такой вот ремонт. Но работать будет, это главное. Вот сейчас собираем корпус на место и можно будет проверять. Итак, вставили блок питания после ремонта. Давайте теперь посмотрим, что у нас выйдет с мультиметра. Так, 200 вольт. Черный снаружи, красный внутри. Пожалуйста, напряжение пришло. То есть вот такой вот ремонт. Все готово, все работает прекрасно. Итак, блок питания, конечно, здесь пришлось пока замотать, пока клея нет. Позже по периметру можно будет проклеить. И все, клеем. Здесь тоже можно залить клеем, пока замотал изолентой. Это временно. Вот такой колхоз. Ну, главное функциональность. Мы вернули блоку питания функциональность. Это главное, как вы будете клеить, допустим, если у вас такая же ситуация. Это уже ваше дело. Можете также сделать временное решение. Можно заклеить клеем. Ну, на этом все. Вот так вот. Процесс самой пайки я не показывал, потому что очень-очень неудобно. Вот, да к тому же у меня руки кривые по поводу пайки, поэтому позориться не стал. Ну, я думаю, каждый с этим справится.